Друзья, всем доброго времени су Друзья, всем доброго времени суток. Я рад приветствовать вас на своем подкасте. Сегодня мы с вами углубимся в обычные житейские разговорные темы, которые можно достаточно долго и, я надеюсь, что для вас интересно обсуждать. Вот. Этот подкаст не предусматривает какой-то определенной тематики, он в себе ее не несет, но, тем не менее, я думаю, что он несет в себе что-то более важное, а что именно, это то, что я стараюсь делиться чем-то очень личным здесь, и буду рассказывать вам свои мысли, ам, свои пережитые моменты, положительные и иногда отрицательные. Вот, наверное, чаще, чем хотелось бы, но тем не менее. Я очень рад, что наконец-то я решился это создать. И я надеюсь, что вам понравится, будет интересно. Во всяком случае, сегодня мы познакомимся с вами и узнаем что-нибудь интересное. Не знаю. У меня просто сейчас в голове абсолютный хаос из-за того, что я нахожусь во Франции. И это не может и не радовать, и не огорчать, наверное, люди, которые живут во Франции и которые сталкивались вообще с каким-либо любым переездом, я думаю, меня поймут. И поймут, как это тяжело. И как это просто утомляет каждую клеточку твоего организма, потому что тот стресс, который ты переносишь вот просто посекундно, да, находясь в тех условиях, которые вроде как бы тебя устраивают, то есть, да, все хорошо, все ты узнаешь что-то новое в другой стране, это невероятная страна, прекрасная, со своими какими-то обычаями, историей очень такой глубокой, интересной. Но все-таки есть то, что люди не всегда готовы признать. И в такой стране, как Франция, достаточно проблем. В общем, я переехал, я не знаю, я себя не ощущаю дома, поэтому я не знаю, могу ли я говорить вообще эти фразы, потому что мне кажется, что переезды все-таки это тогда, когда ты переехал на то место, где ты уже ощущаешь себя в какой-то степени дома, но тем не менее пока что этого чувства у меня нет. И, к сожалению, за 3 года находясь нахождения, да, моего вдали от своей родни, от своей страны, эм, я так и не почувствовал вот это самое сокровенное, это вот это вот чувство дома. Так вот, моя история. Я переехал, да, сюда в 22 году, пожил очень много где внутри страны. Вот, не сложилось у меня здесь не с учебой. Ну, с учебой не сложилось, наверное, потому что я все-таки у меня была цель, мне нужно было закончить начатое, соответственно, закончить учебу в своей стране, чтобы уже все-таки не ну, чтобы на тот момент не произошло так, что
я просто потерял какое-то время и потом начал что-то новое, в итоге не доделав то до конца. В общем, я думаю, вы понимаете, о чем я. Поэтому мне хотелось закончить уже бакалавриат на режиссуру кино и телевидение. Если вдруг вы новичок на моем канале и вообще первый раз меня видите. Вот, я занимаюсь режиссурой, я занимаюсь актерским мастерством, я занимаюсь вокалом, я увлекаюсь фотографией, не знаю, а, чем еще. У меня есть прекрасный телеграм-канал, который я веду. Вот. В общем, короче, каким-то творчеством я занимаюсь. Очень таким интересным. Я надеюсь, что вы так посчитаете, когда перейдете на мои социальные сети. Вот. И, собственно, к чему я? К тому, что я закончил бакалавриат здесь, времени на какую-то стабильную, официальную, да, потому что во Франции, то есть это, ну, обязательно какая-то работа, которая подтверждена, что ты официально трудоустроен и все остальное. Вот, на это все времени, ну и, честно говоря, сил, я, ну, то есть мне повезло в этом плане, что у меня была какая-то помощь, да, от ну, людей, которые были неравнодушны ко мне, что я мог распоряжаться тем, что так как я учусь, так как я в просто какой-то тотальной депрессии и вообще апатии, когда мне абсолютно не хотелось ничего делать, ну, собственно, работа это была не самая главная цель моя на тот момент, поэтому я мог себе позволить не работать на тот момент. Вот. Ну и плюс все-таки мне было 19 лет, сейчас мне 22. Вот. И в этом возрасте, я не знаю, во Франции, в Европе, в принципе, принята только какая-то летняя подработка, потому что если тебе 19-20 лет, то ты студент, и лучше тебе учиться, сосредоточиться на этом, и, и все. Вот. Так вот к чему я. К тому, что после какого-то периода, прожитого здесь, во Франции, я понял, что я просто больше не могу. То есть, когда меня посадили, понимаете, была такая ситуация, что вот когда я оказался в своем родном городе, на 2 раза такая ситуация происходила. Это было в период карантина, но тогда еще не так было страшно, потому что в каком-то из этих периода времени люди все по всей планете оказались в такой ситуации, не только я, поэтому было не так трудно это все перенести. Но, несмотря на мой юный возраст, когда тебе хочется выходить на улицу, гулять там, и так далее, но это произошло еще раз в 2022 году, и именно тогда я полностью оказался изолирован. К сожалению, я сейчас не чувствую сил в себе и желания рассказывать подробнее про то, как все последовательно это происходило, но на тот момент могу сказать одно, что я просто чувствовал себя в ловушке, потому что я не мог выйти на улицу, я не мог просто, ну, чуть ли не выйти из своей комнаты. Тогда было очень опасное время, и не сказать, что сейчас оно для многих из нас безопасное, но, тем не менее, я
находился и ощущал себя таким образом, что просто я был заперт. И внутренне, и внешне. То есть были какие-то причины, которые не давали мне, не знаю, развиваться, двигаться дальше и вообще даже выходить из своей комнаты. Соответственно, когда ты сидишь и понимаешь, что у тебя нет возможности, ты не можешь ничего поменять, ты не знаешь, ну, то есть, естественно, люди вокруг тебя, они, моя семья, они старше, но это тоже их первая жизнь, они тоже живут ее первый раз, и они тоже не знают, что делать. Они оказались точно так же, как и я, в этой же ситуации, что делать, как из нее выйти, как выбраться из этого всего, неизвестно, непонятно. Что будет дальше, тоже было непонятно. И, соответственно, хотя бы ты знал, что есть какой-то вариант, возможно, даже если когда его не было, то ты просто понимал, что где-то там есть жизнь, есть, не знаю, хорошее самочувствие у людей, нету у людей депрессии, и вообще они могут выходить куда хотят и делать, что хотят. И с одной стороны, это очень злило, потому что ты понимал, что ты не можешь этого делать, а другие могут. А с другой стороны, ты понимал, что если другие могут, значит, у тебя всегда будет надежда. Вот. И, собственно, благодаря этой надежде то время как-то и ну, прижилось, хотя я бы не назвал это какой-то жизнью на тот момент, я бы назвал это просто какой-то борьбой за эту жизнь и просто, ну, выживание, да, борьба за жизнь, выживание. Вот. И когда я переехал во Францию, все казалось не так плохо. Но по тому, как двигалась моя личная ситуация, да, ситуация людей, которые находились вокруг меня, украинцев, других, да, я понял, что в какой-то момент из-за того, что я не закрепляюсь нигде во Франции, то есть, ну, я не могу отпустить какие-то прошлые свои дела, которые мне нужно доделать, я не могу двигаться дальше, потому что я не знаю, хочу ли я быть здесь. То есть я человек, который ориентируется, ну, я думаю, все так делают, но, тем не менее, я не могу адаптироваться к вот обстоятельствам, которые вокруг меня. Мне нужно понять, хочу ли я эти обстоятельства вокруг меня или же нет. То есть, если нет, то лучше я найду какой-то другой способ, какой-то, ну, я не знаю, ну, то есть для меня это очень тяжело, и я понимаю, что для многих, естественно, это тоже безумно трудное время. Вот. Ну, собственно, из-за того, что я нигде не был закреплен во Франции, я очутился также в одиночестве. И это одиночество уже было другим по ощущениям. Это одиночество было таким угнетающим, даже я бы, наверное, сказал, что, возможно, более угнетающим. Я не думаю, что это правильно, что я сейчас сравниваю те два своих состояния, поэтому не будем продолжать этого делать. Но просто могу сказать, что мне показалось, что как будто бы вот просто жизнь надо мной смеется, потому что тогда у меня не было выбора. То есть я сидел взаперти. Сейчас я нахожусь в стране с просто безумным количеством возможностей, с невероятными какими-то открытыми дверями для всех. И вот я без знания французского языка, вообще какого-либо на тот момент, сижу в номере отеля,
в котором я жил. И понимаю, что вроде как все есть. То есть куча возможностей, двери открыты. Ты хочешь путешествовать, пожалуйста. Хочешь что, пожалуйста. Но, тем не менее, одиноко. Тем не менее, одиноко. То есть, как будто бы, ну вот я упомянул путешествия. Я очень много путешествовал. Еще одно мое хобби это путешествие. То есть я люблю путешествовать, вообще узнавать какие-то новые места. И, как вы можете заметить по моему YouTube-каналу, не очень люблю снимать про это влоги и все остальное. Но я побывал очень много где, и это были здоровские приключения, про которые мы обязательно с вами как-то поговорим. Вообще поговорим, наверное, я думаю, что вот, мне пришла уже тема нового следующей нашей встречи. Давайте это так будем называть. И я уже знаю, что я хочу вам рассказать про свои путешествия, в каких странах я побывал. Не только за время вот с 2022 года, потому что я путешествовал на протяжении всей своей жизни. Это был очень интересный experience. Вот, и, короче, да, тема для следующего подкаста уже готова. Вот, но, тем не менее, путешествия в одиночку, они, ну, как бы не заменят тебе какого-то общения, какой-то теплоты людской. То есть все украинцы, которые находились вокруг меня, они были заняты своими проблемами. Они переехали, что самое главное, что не позволяло мне найти какой-то магический контакт между людьми, это то, что они все переехали с кем-то. Своей семьей, своими друзьями, я не знаю, своими какими-то родственниками, детьми. И это все угнетало, потому что, ну, у них была своя жизнь. Даже если они тоже, точно так же, как и я, не знали, что будет дальше, они были не одни. Я был один, и, ну, это стоит признать, несмотря на то, что я знаю, что там моим родителям, например, это будет слышать очень тяжело, потому что они старались как-то по телефону давать мне понять, что я не один, но, тем не менее, ну, как бы слова, собственно, вот тем, чем мы сейчас тут с вами занимаемся, слова — это все-таки по большей части, ну, не тот метод, который даст вам вот это умиротворение душевное. Это метод выпустить свои эмоции. Вот. Поэтому слова словами, но по факту было одиноко. И вот после такого момента, когда ты стараешься, и безусловно, то есть я человек вообще, который были все-таки, да, ну то есть не так, что я вообще ни с кем не был знаком, безусловно, у меня есть друзья, знакомые, с которыми я как-никак общался, и с некоторыми даже общаюсь до сих пор. Но они не все задержались долго во Франции, это, во-первых, а во-вторых, ну, я также хотел все-таки, а если не учеба, если не работа, то как-то вклиниться в эту жизнь другой страны, и знакомился со многими иностранками, и это ничем хорошим не закончилось. Я могу вам рассказать, кстати, историю еще одну такую. Я вот, это тоже отдельная, наверное, тема. Я жил у французской семьи. И вот, кстати, сейчас, в данный момент, я их приехал здесь навестить. И вот как раз здесь, в такой тишине и атмосфере, я записываю этот подкаст. И когда я жил у французской семьи,
э, у меня ушла мысль. Так вот, я вспомнил. Они мне предложили поехать к их знакомым, которые в Тулузе находятся. Потому что девочка училась тоже на кино, там что-то, в общем, связанное с кино. В общем, я не помню, что конкретно, но не суть. И они снимали фильм, как раз-таки студенческую какую-то работу, выпускную, по-моему, работу, у нее в доме, у этой девочки. И они мне сказали, ну все, едь, там, то есть тебя приютят, не переживай, там тебе дадут какую-то кровать, там что-то это, ты едь. Я говорю, хорошо, окей. Мне было страшно, но я собрался и поехал туда. Мы познакомились с ребятами, с французами, прекрасные люди. Вообще, такой коннект это было уже 3 года назад, и я, не с таким уже энтузиазмом рассказываю эту историю, но тогда, когда впечатления еще были свежи, я помню, что вот ты приехал туда, к ним, они такие открытые люди, молодые, им интересно вот с иностранцем тоже пообщаться, поспрашивать, а как ты себя чувствуешь, как вы там вообще живете, какая у вас культура, то есть им было тоже интересно очень это все, и я благодарен им, что на тот момент я во Франции, когда поехал к ним знакомиться, на тот момент во Франции я находился где-то 3 месяца, и я вообще не знал ничего на французском, абсолютно ничего. И они очень мило, они перешли на английский язык, французы, то есть, да, как известно, они достаточно плохо говорят на английском, тем не менее, молодежь, они всеми силами старались, чтобы мне было комфортно, интересно. Я это воспринял с очень большим уважением к ним, что, действительно, они сделали этот опыт таким ярким и классным, несмотря на то, что мне вообще еще плюсом просто, да, было интересно, как вообще происходят их съемки, что они там, как они делают, какая у них команда и так далее. Плюс, это действительно дало мне еще какой-то интерес в плане знакомства с иностранцами, вот, с молодыми иностранцами. Но чем все это закончилось, собственно? Это закончилось тем, что мы обменялись контактами, и когда я, вернулся уже из того города, да, прошли съемки. Во-первых, я уже буду молчать про то, что работу готовую мне так и не скинули. Мне сказали, что там она переделывается, потом мне сказали, что премьера переносится на полгода, несмотря на то, что это была студенческая работа. Я не знаю, у меня на опыте студенческая работа не может переноситься на полгода. То есть это не работа, которую ты выпускаешь в кино или на фестивале или еще куда-то. Это студенческая работа, у которой точно есть какой-то дедлайн, для которого ты должен ее подготовить. И, на полгода никто ничего не переносил. Ну ладно, хорошо, не скинули, окей, типа, я помог, то есть это не суть важно, возможно, мне даже в титрах не указывали, я думаю, что нет. Окей, хорошо, не будем тоже вспоминать, какой большой вклад я на самом деле сделал тоже в эту работу, потому что, все-таки у меня какая-то, если не практика, но теория точно была, и именно ею я воспользовался на практике. Вот, они были тоже очень благодарны мне за это, но если ехать дальше, то когда мне нужна была помощь, я снимал тоже студенческую какую-то работу. Это было задание снять клип на любую какую-то популярную песню, или если у вас есть знакомые, там, на их музыку какую-то песню, клип снять. Вот, и я решил, что да, у меня есть знакомая девушка, которая может принять участие, которая может сняться как модель, да, в клипе. Но мне нужна помощь за кадром, то есть чтобы люди какие-то мне помогли это все сделать за кадром. Вот, я написал им, ответа не последовало вообще. Единственное, потом уже, когда я снял сам этот клип, в общем, все сделал, там цветокор, монтаж, это все, в общем, вот это все было готово.
И уже потом, спасибо моей подруге украинке, которая помогла мне с монтажом, вот. И уже потом, когда я сдал этот клип, и он, кстати, это была, наверное, из студенческих работ одна из моих самых лучших работ, этот клип, вот, и когда я уже сдал эту работу, в общем, прошло там месяца 2, и мне ответил один из, ну, этой съемочной группы, один там парень, и написал о том, что типа, ой, я был занят, еще нужна ли тебе помощь, но я вообще не знаю, как это помочь, это ты будешь где снимать, а я ничего не знаю, то есть, ну, вот, ну, понимаете, как по прошествию времени, как я сейчас уже понял, что вот я знаю на А2, я думаю, что да, по-моему, А2, у меня уровень сейчас французского. И что ты знаешь французский, да, ну там на каком-то уровне, что ты не знаешь французский. Когда ты говоришь с французами, ты должен просто понимать, что ты говоришь с ними на разных языках. Даже если ты говоришь на французском. Даже если, ну у меня такого нет, но даже если ты говоришь без акцента, ты должен понимать, что ты говоришь абсолютно на вообще разных, абсолютно на разных планетах с ними. Ну, то есть то, с чем я сталкиваюсь сейчас, тем более, это вообще отдельная тема для разговора. Абсолютно, абсолютно параллельные полюса. Я не знаю. Вот. В общем, короче, вот так. И моя точка кипения, она очень зашкаливала. И я принял решение, что все, я переезжаю в Грузию. Почему в Грузию? Потому что там я до этого встречался со своими родителями. И это была единственная страна, которая... То есть сейчас я не могу заехать ни к себе в родной город, ни вообще в целом в страну. И, ну, то есть вообще нет возможности вернуться домой. И я могу сказать с уверенностью, что, к сожалению, некуда вернуться. Того места, которое было моим домом, его нет. И вернуться, вот, извините, тупо некуда. Абсолютно. Вот, и поэтому вот это время во Франции, это, конечно, ужас какой-то. Я решил, что надо ехать в Грузию. И не побоявшись, я вообще не знаю, на самом деле, вот сейчас я как-то обдумываю, мне кажется, многие люди, даже, ну, намного старше меня, они бы не смогли этого сделать. Как я это сделал, я не знаю. Но у меня было такое желание сбежать. И, ну, просто сбежать, потому что не поступало никакой помощи. Я не говорю про помощь, там, какие-то выплаты или что-то такое, знаете, ну, типа, абы выжить где-то в этой стране. А я имею в виду помощь людская, с какими-то, ну, людскими вопросами. И когда этой помощи не поступало, уже сил моих просто не было тоже разбираться, потому что это все очень сложно. И на тот момент я, ну, не знал французский язык. Я уехал, приехал в Грузию сам. И так вот, почему в Грузии, собственно, не получилось? Я сейчас во Франции сижу снова. В Грузии не получилось просто потому, что, к сожалению, несмотря на то, что это прекрасная страна, я обожаю Грузию, я просто обожаю эту страну, я не знаю, я каждый раз с таким невероятным теплом вспоминаю, ну, вообще прожитые дни там, вот, прожитые месяцы. И я в Грузии даже ходил на киностудию. Вот несколько есть киностудий в Грузии, еще таких старых, наверное, каких-то там советских времен и все такое. И я ходил прям на студию, я там общался с охранниками, дабы меня пропустили. Я общался с директором этой киностудии.
Вот, мы обменивались там номерами, дабы если вдруг будет какая-то работа, чтобы меня позвали там и все такое. В общем, скидывал какие-то свои работы. На тот момент их было очень мало. Вот, и, в общем, короче, как-то пытался я зацепиться. В итоге я мыл окна в отеле, но, тем не менее, попытки зацепиться в той сфере, которая мне нравится, они были. И а, подводя, наверное, сегодняшний итог, я думаю, это то, что, я понимал, что мыть окна я не хочу. Учеба у меня уже вот-вот заканчивается, и вот прям на тот момент уже во время моей работы в отеле она закончилась. Я понимал, что, то есть нужно двигаться дальше. Что учеба в Грузии нет, там нет моей такой специальности, как бы, да, что там делать. Тем более грузинский язык, да, как бы никто не отменял. Я не знаю грузинский язык, к сожалению. И было принято мною решение попробовать во Франции еще раз. Но уже с целью того, что учеба. И вот сейчас я сижу где-то на юге Франции. Звучит прекрасно, но в душе суета. И сейчас я ищу жилье в Париже. Или же в, пригороде, не знаю, в Версале. Вот. Кстати, вообще, на самом деле, вот было бы здорово жить в Версале. Ребята, если вы вдруг хотите поступать во Франции, в Париже, это будет занимать дорога достаточно много времени, но, просто представьте, вы учитесь в самом таком большом городе, в самом посещаемом туристическом городе, так все круто, куча всего происходит, и там вы точно найдете какую-нибудь учебу, работу, и вообще, что вы хотите, какие-то развлекаловки, вот это все. А едете домой в красивый Версаль. У меня это ассоциируется, знаете, с Киевом. Ну, Киев, понятно, это как бы не сравнится с Парижем, потому что в Киеве больше зелени, больше уюта. В Париже такого нет, но, тем не менее, Киев и Париж — это столицы, поэтому у меня это ассоциируется, когда вот ты учишься в Киеве, и какое-то время там очень короткий промежуток времени был, но я жил в Ирпене, в таком ЖК, там, вокруг сосны были, и вот мне как бы вот эта ассоциация Версаль-Париж и вот Киев-Ирпень, вот что-то такое вот схожее. Вот. В общем, как дальше развернется все, я не знаю, но мы уже с вами, я думаю, достаточно на сегодня поговорили, поэтому я буду закругляться. И я надеюсь, что вам понравился этот подкаст. Будет дальше больше, дальше интереснее, потому что в последующие выпуски я буду чуть более уже готовиться, дабы структурированно рассказывать вам какие-то истории. И не забывать, что я еще хотел добавить. Возможно, сегодня я тоже что-то упустил, но это и хорошо, потому что в последующих видео будет много всего еще интересного. Поэтому, друзья, спасибо, что вы досмотрели. Мне было приятно. Я буду думать, как улучшать вот это вот все. Потому что я до последнего не думал, что я займусь этим. И вот внезапно мне захотелось с кем-то пообщаться. И именно вы оказались рядом. Я благодарен вам за это. И увидимся в следующем видео. Вот. Всем спасибо. Всем пока-пока.